доктор Кострик, предлагаю коснуться очень актуальной темы атеросклероз. Более подробнее остановимся на атеросклерозе нижних конечностей. Атеросклероз – это болезнь цивилизации, от которой умирает все больше и больше людей в мире. Это системное заболевание, характеризующееся образованием атеросклеротических бляшек, приводящих к сужению просвета артерий. Симптомы атеросклероза зависят от его локализации. Может проявляться в виде ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний и симптомов сужения почечных артерий, висцеральных артерий, артерий нижних конечностей. Атеросклероз – это хронический воспалительный процесс с вовлечением аорты и артерий среднего калибра, таких как сонных, повздошных, почечных, коронарных. Это заболевание заключается в накоплении вначале только макрофагов, липопротеидов низкой плотности и внеклеточных кластеров холестерина в пространстве между эндотелием и мышечным слоем сосуда. Образовавшиеся таким образом и видимые невооруженным глазом жировые включения на внутренней поверхности сосуда являются самой ранней формой атеросклеротического поражения. Со временем к элементам, составляющим жировые прожилки, присоединяются фиброзные элементы соединительной ткани, которые, разрастаясь и окружая первичный очаг воспаления, отделяют его от остального сосуда. Это, в свою очередь, создает атеросклеротические бляшки, которые вызывают сужение кровеносных сосудов. Затем кровоток ограничивается. Отложение атеросклеротических бляшек происходит в результате воспалительного процесса в сосудах. Со временем эти изменения постепенно кальцифицируются, что именуется атеросклеротическим уплотнением артерий. Это приводит к уменьшению эластичности артерий и сужению их просвета, что затрудняет кровоток. Это, в свою очередь, приводит к ишемии различных внутренних органов, то есть нарушению кровообращения. Клиническими симптомами, которые могут спровоцировать атеросклеротический процесс, являются инсульт, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и такие виды атеросклероза, как атеросклероз нижних конечностей, атеросклероз аорты, церебральный атеросклероз, атеросклероз мезентериальных артерий, атеросклероз брюшной аорты. Атеросклероз – это одна из самых распространенных причин смерти во всем мире в 21 веке. Это заболевание сокращает жизнь примерно на 12 лет. Атеросклероз нижних конечностей, еще его называют облитерирующий склероз нижних конечностей или спаечное склерозирование артерий. Это состояние, которое в основном поражает кровеносные сосуды стоп и голеней, но также может поражать крупные бедренные сосуды, может поражать все артерии нижних конечностей. Это заболевание начинается с повреждения эндотелия, клетки которого хранят большое количество холестерина. Со временем артерии забиваются и становятся менее гибкими, так как жировые отложения затвердевают. Игнорирование этого заболевания может привести к неприятным осложнениям в области нижних конечностей, которые проявляются следующими симптомами. Это отек ног и ступней, нарушение кровообращения, усталость, ночные мышечные судороги, покалывание в ногах. Это проблема, которая особенно затрагивает пожилых людей. Обычно мужчины заболевают после 45 лет, а женщины после 35 лет. У женщин этот процесс начинается позже, чем у мужчин, так как на него влияет менопауза, а точнее дефицит эстрогенов. Основными факторами риска развития атеросклероза являются генетические факторы и факторы внешней среды, на которые каждый из нас оказывает большое влияние. Многие исследования показывают, что гиперлипидемия, то есть повышенный уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов, неконтролируемая гипертония, избыточный вес и ожирение, употребление в пищу большого количества животных жиров, трансжиров, то есть гидрогенизированных растительных жиров,
Диета, богатая простыми углеводами, чрезмерный стресс, диабет, полицитемия истинная — это хроническое заболевание, при котором костный мозг вырабатывает избыточное количество эритроцитов. У многих пациентов также увеличивается количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови, а также курение и некоторые инфекции могут также привести к образованию атеросклеротических поражений. В большинстве случаев у пациентов наблюдается наличие нескольких факторов риска. Например, неправильное питание плюс курение. Это в несколько раз повышает риск атеросклеротических изменений. Можно посчитать, что у курильщиков первые симптомы атеросклероза нижних конечностей могут появляться на 10 лет раньше, чем у других людей. Очень часто атеросклероз возникает при сахарном диабете, поэтому важно, чтобы диабетики проходили скрининг на атеросклеротические поражения. Тогда легче контролировать происходящие в сосудах изменения, которые могут повлиять на легкость отложения и образования закупорок в сосудах. Атеросклеротические изменения обычно локализируются в головном мозге, сердце, почках и нижних конечностях, но ощущаются только при нарушении их кровообращения. Раньше при возникновении атеросклеротических изменений в сосудах симптомы атеросклероза могут быть незаметны. Клиника атеросклероза определяется в основном локализацией процесса, стадией заболевания, наличием факторов, которые усложняют заболевание, например, артериальная гипертензия, тромбозы. Атеросклероз нижних конечностей чаще всего встречается у женщин и может быть связан с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как поражение сонных артерий. Первые симптомы заболевания проявляются нарушениями чувствительности нижних конечностей. Кроме того, появляется чувство онемения, покалывание вокруг стоп и ощущение холода, независимо от того, находитесь ли вы в теплом или холодном помещении. На поздних стадиях заболевания возникают сильные боли, которые возникают обычно при движении и исчезают после достаточного отдыха. Симптомы атеросклероза, возникающими в далеко зашедшей стадии болезни, являются прежде всего постоянные боли, возникающие независимо от физической нагрузки или отдыха. Единственный способ облегчить его – это опустить ноги вниз. Чаще всего это боли в икрах и всей голени, хотя могут быть боли, например, в области бедра, особенно при ходьбе, повышенная утомляемость мышц голени, онемение ног. Человек идет, от боли останавливается, и ему нужно некоторое время отдохнуть. Этот симптом называется перемежающейся хромотой. При осмотре ног чаще бледность ног, трофические расстройства на ногах в виде язв, резкое ослабление или отсутствие пульса в области крупных артерий стопы. Сами же больные жалуются на жжение в ногах в первое время, особенно вечером после долгого дня и во время отдыха. Это чувство может раздражать и часто мешает заснуть. Атеросклероз артерий нижних конечностей также может проявляться бледностью или покраснением конечностей, похолоданием, судорогами конечностей. Причина – ограничение кровообращения нижних конечностей. Сильным жжением ног из-за низкого количества кислорода в мышечных тканях. Также наблюдается отек из-за недостатка кислорода в мышечных тканях. Больной ощущает отечность ног и проблемы с ношением своей обуви. Кроме того, появляется некроз, постепенно поражающий, например, всю стопу и может привести к системной инфекции, которая называется сепсис, и последующей ампутации, то есть удаление конечности. При подозрении на заболевание ног, например, атеросклероз нижних конечностей, следует немедленно обратиться к врачу для проведения соответствующих анализов и постановки правильного диагноза. Исследования, которые должны быть проведены, это анализ крови,
Концентрация мочевины креатинина, С-реактивный белок, а также концентрация холестерина и его фракций. Кроме того, следует проводить диагностические визуализирующие исследования, которые позволяют точно выявить атеросклероз артерий нижних конечностей. Ультразвуковое исследование с доплерографией кровотока в артериях нижних конечностей позволяет проверить атеросклеротические изменения в артериях, а именно утолщение и сужение сосудов. Ультразвуковая доплерография позволяет оценить нарушение кровотока. Компьютерная томография артерий позволяет визуализировать структуры, обструкции, то есть сужение просвета, и спланировать возможное оперативное лечение. Магнитно-резонансная томография артерий показывает схожие с томографией визуализирующие свойства, требует введения контрастного вещества, но иного, чем в случае томографии. Лечение атеросклероза нижних конечностей основано на немедикаментозном, фармакологическом, оперативном лечении. При немедикаментозной терапии основной целью является устранение факторов риска заболевания, в основном отказ от курения, оптимизация лечения соответствующих заболеваний, например, сахарного диабета, введение умеренной физической активности. Атеросклероз – это диета без жиров, прежде всего, основа лечения данного заболевания. Этот пароль должен помнить каждый, кто страдает на это заболевание. Для того, чтобы можно было говорить о лечении атеросклеротических поражений, пациенту следует позаботиться об исключении из своего рациона трансжиров, насыщенных жирных кислот и холестерина. Рацион при атеросклерозе должен был быть богат продуктами, которые богаты ненасыщенными жирными кислотами. Это рыба, птица, морепродукты, продукты с антиоксидантными свойствами и клетчаткой. Это овощи, фрукты. Старайтесь при приготовлении пищи заменить животные жиры, например, сливочное масло, на растительное. Резко уменьшайте употребление продуктов, богатых холестерином, например, жареные, жирные блюда. Ограничивайте поваренную соль в еде до 3-5 грамм в сутки. Фармакологическое лечение атеросклероза заключается в расширении просвета суженных сосудов, улучшении метаболизма жиров в организме, предотвращении образования тромбов. С этой целью применяют следующие препараты: антиагреганты, ацетилсалициловая кислота или клопидогрель, антигипертензивные препараты для оптимального контроля артериального давления, ингибиторы агрегации тромбоцитов. Это, например, такие препараты, как нафтидрофурил, буфламидил, ингибиторы фосфодиэстеразы, цилостазол, пентаксифилин, гиполипидемические препараты, статины, например, симвастатин, аторвастатин, аторис, аторвакорд, как препараты выбора. В целях поддержки лечения атеросклероза и профилактики стоит пить экологический сок квашеной капусты, чай из шиповника. Внимание! Запрещаются крепкие бульоны, копчености, сдобное тесто, бараний, свиной жир, консервы, соленая рыба, солями, икра. Ограничиваются сладости, сахар в день не больше 30 грамм. Хирургическое лечение атеросклероза нижних конечностей состоит из имплантации стента. Цель – очистка сосудов нижних конечностей в случае атеросклероза, и баллонной ангиопластики. Хирургическое лечение заключается в удалении атеросклеротических бляшек, имплантации обходных путей из собственных сосудов пациента или искусственных материалов. Очень важно. Введите в свою жизнь физическую активность. Даже небольшая доза упражнений улучшит кровообращение и будет снабжать ткани нужным количеством кислорода. Это может быть, например, аэробика, интенсивность которой зависит от вас, конечно же. Она заставляет сердце работать быстрее, тем самым снабжая организм кислородом. Ходьба или плавание каждый день, не менее получаса в день, также хорошо работают. Пейте чай с чесноком и лимоном, приготовленный таким образом. Чай снижает уровень
холестерина в крови и уменьшает воспаление в кровеносной системе. Для приготовления этой смеси вам понадобится зубок чеснока, 200 мл воды, немного имбиря, 1 столовая ложка лимонного сока и 1 столовая ложка меда. Чай с чесноком часто используется для снижения вредного холестерина в крови, но он также оказывает положительное влияние на ваши артерии. Это улучшит кровообращение и уменьшит воспаление в них. Здоровое питание необходимо. Внесите несколько изменений в свой рацион. Замените вредные продукты следующими: чеснок, авокадо, овес, зеленые яблоки, оливковое масло, фрукты, рыба, помидор, шпинат. Людям, борющимся с атеросклерозом, нужно употреблять травы, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы в целом. Например, гингва, плоды конского каштана, траву омелы, соцветия боярышника. Превентивным методом профилактики данного заболевания относятся в том числе это избегать сырости и слишком тесной обуви. Избегайте также факторов, которые повышают риск атеросклероза. Бросайте курить сигареты, если вы курите. Меньше стресса. Избегайте длительной ходьбы и стояния и, следовательно, усталости конечностей. Если мы хотим предотвратить атеросклероз нижних конечностей, мы не должны забывать о правильном питании, богатом витаминами и минералами. Употребление в пищу очищенных семечек подсолнечника поможет свести к минимуму риск заболевания. Многие люди, которые борются с атеросклерозом, задаются вопросом, как улучшить кровообращение в ногах. Что ж, очень важно позаботиться о физической активности, соответствующей состоянию здоровья и возрасту. Рекомендуются прогулки и приседания. Эти упражнения нужно выполнять ежедневно около 30 минут. Они укрепляют структуру клеток крови, помогут снизить уровень артериального давления и триглицеридов. Соответствующая диета также играет очень важную роль в улучшении кровообращения в ногах. Она должна быть богата омега-3 жирными кислотами, которые содержатся в рыбе и морепродуктах. Их следует есть не менее 2 раз в неделю. Также важно есть цитрусовые, которые богаты витамином С, участвующим во многих биохимических изменениях, например, герметизации кровеносных сосудов и свертывании крови. Также влияет так называемая домашняя гидротерапия ног, то есть чередование теплой и холодной воды. Этот метод позволяет кровеносным сосудам расширяться и сужаться, что позволяет крови быстрее циркулировать в кровотоке. Риск развития атеросклероза снижается при сбалансированном питании. Не забывайте об этом. Способом его дополнения может быть добавка для поддержки сердечно-сосудистой системы с фолиевой кислотой. Последствия атеросклероза, если их не лечить или лечить плохо, могут быть очень опасны для жизни и здоровья больного. В результате может развиваться хроническая ишемическая болезнь конечностей, в том числе острая болезнь ишемическая также. Более того, любой тип атеросклеротического поражения может привести к инфаркту миокарда и инсульту. Все эти состояния требуют немедленной медицинской помощи и госпитализации. Последствия атеросклероза зависят от локализации атеросклеротических поражений. Изменение дуги магистральной артерии приводит к нарушению кровообращения верхних конечностей и приводит к болезни Такаяшу. Изменения в грудной и брюшной аорте обычно затрагивают почечные, брыжеечные артерии, бифуркацию аорты приводят к вторичной гипертензии, желудочно-кишечной ишемии или ишемии нижних конечностей. Симптомы и последствия атеросклероза сходны с таковыми при болезни Бюргера, то есть тромбооблитерирующем воспалении периферических артерий и вен. Отличие состоит в том, что при болезни Бюргера помимо поражения эндотелия имеет место и воспалительно-тромботический процесс с вовлечением вен. Следствием этого
является обструкция, то есть закупорка кровотока и гипоксия. Надеюсь, информация была полезна для вас. Не забывайте ставить лайки после просмотра видео и подписываться на наш канал. Впереди еще много полезной информации. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Не игнорируйте симптомы заболевания и вовремя обращайтесь к доктору. До новых встреч!